Друзья, всем привет! Вы, наверное, обращали внимание, когда в средствах массовой информации Германии появлялась информация о том, что тот или иной там проситель убежища совершил преступление, там наезд на людей, ножами порезали, да, и зачастую это беженцы выходцы из неблагополучных стран, да, значит, и они перед тем, как совершить вот эти страшные террористические акты, потому что немецкая правоохранительная система признает в большинстве вот таких эти преступления, совершенные ими, как террористические акты. Так вот, до того, как совершают они эти террористические акты, они находятся в Германии. И в Германии у них есть решение суда о его депортации, но он все равно продолжает находиться в Германии, да, а еще и в Германии совершает помимо этого террористического акта, он до него совершил еще какие-то там преступления, да, и его все равно не депортируют. Почему? А потом, когда доходит, часть из этих людей совершила такие тяжкие преступления, о которых я уже рассказывал, да, там в видео, и все мы с вами читали, взбудоражили всю немецкую общественность. Так вот, в этом видео, друзья, я постараюсь вам объяснить, почему депортации беженцев, преступников из Германии в большинстве случаев не удаются или плохо реализуются. Если вам эта тема интересна, смотрите, как всегда, друзья, это видео до конца, и вы будете разбираться. Не забудьте подписаться на канал, друзья. Проблема депортации в Германии с каждым годом все возрастает, увеличивается и увеличивается. И это касается не только, скажем так, Германии, это касается практически любой страны Европейского Союза, в которую устремляются огромное количество просителей убежища из неблагополучных разных стран, там Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. И эта проблема становится наивысшим приоритетом для нового федерального правительства, то есть оно ее должно решить. И эту проблему пытаются решить как отдельное правительство каждой страны Европейского Союза у себя там внутри, так и в целом Европейский Союз. Я уже недавно рассказал о том, что была представлена Брюсселем концепция по ускоренной депортации беженцев, которым отказано в предоставлении убежища из Европейского Союза. Там фон дер Ляйен ее представила, эту концепцию. Я об этом рассказал. Кто хочет, можете посмотреть у меня видео об этой концепции на канале. Мы все с вами видели, я даже тоже, по-моему, снимал там коротенькое видео, когда речь шла о том, что 99 граждан Турции, которые находятся в Германии, в основном это были женщины и несовершеннолетние дети, немецкие власти организовали чартерный рейс и депортировали этих женщин и несовершеннолетних детей в Турцию. Турция их приняла тогда, вопросов нет. Но тогда оппозиционные политики немецкие подняли вопрос: так подождите, вы депортировали детей и женщин, а преступников тоже турецких из Турции, да, беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, вы не депортировали. Почему вы депортировали в первую очередь женщин и детей, которые никаких преступлений на территории Германии не совершили? Да, они должны покинуть тоже территорию ФРГ, но они не преступники, а преступников вы оставили. И, друзья, что останавливает вот такую депортацию? Очень много нюансов. Значит, первое, это бюрократические сложности и проблемы в самом национальном немецком законодательстве. Сама по себе процедура депортации это очень сложный процесс, в котором должны принимать участие два государства. Первое государство — это то, из которого, скажем так, происходит этот беженец, из которого приехал, то есть, да, и второе государство — это страна назначения, то есть Германия и страна происхождения, например, там Ирак, там или Афганистан. С Афганистаном нет депортаций напрямую, Германия не общается, скажем так, не сотрудничает, там, и другие какие-то страны, да. И, соответственно, Германия старается выполнить все эти процедуры, да, международной депортации, а страна по разным причинам не принимает беженцев или нарушает, или не до конца выполняет свои обязательства. Страна исхода, то есть страна, из которой происходит этот беженец, который находится в Германии.
Я уже снимал тоже видео, несколько видео было посвящено Дублинской процедуре. Дублинская процедура, она принята и осуществляется внутри государств, членов Европейского Союза. Так вот, она тоже не работает. Я уже рассказывал, что не может Германия депортировать в Италию, потому что там бюрократические процедуры, там только есть определенные дни, и в эти дни определено время конкретное, там с 7 утра, например, до 12 часов дня, когда Италия принимает беженцев по этой Дублинской процедуре из Германии. А рейсы нельзя там подобрать. И есть еще такая проблема, что чартерами мы не можем принимать, только регулярными рейсами. А регулярные рейсы в это время не летают. То есть вы понимаете, да? Чистая бюрократия. И поэтому там я уже снимал тоже видео. 15 тысяч беженцев, которые из Италии попали в Германию и которых надо в рамках этой Дублинской процедуры вернуть обратно в Италию, они находятся в Германии уже по 5-6 лет. И это не только касается Италии, это и из Испании, из Греции, из Болгарии, из других стран Европейского Союза. Что тогда говорить о таких странах, как Ирак, африканские страны и так далее? Конечно, те и подавно законодательство не будут соблюдать. Это первое. Кроме того, беженцы могут свою процедуру депортации обжаловать, обратившись в суд. Есть в Германии куча правозащитных организаций, которые помогают беженцам в разном плане, в юридическом и в разном. Даже есть такие, которые сейчас помогают обналичивать, невзирая на то, что правительство старалось, там еле-еле приняло эту концепцию, внедрило ее о специальной платежной карте. Да, я уже тоже там, у меня этих видео посвящено. Так нашлись правозащитники, которые посчитали, что это нарушает права человека, эта платежная карта, да, нарушает права беженца, с нее нельзя снять всю сумму, только до 50 евро. И что они придумали? Они сделали карусель, то есть они там на 7-8 языках, на которых разговаривает большинство беженцев, которые находятся в Мюнхене и в Германии, они распечатали инструкцию и помогают этим беженцам обналичивать эти деньги. Те идут, покупают за безнал ваучер, приходят с этим ваучер в офис к этим правозащитникам, и эти правозащитники кэшем полностью им отдают, которые не получают как социальную помощь. Все. И писали там баварские власти в полицию. Полиция баварская рассмотрела жалобу и не нашла состава преступления в действиях правозащитной организации. И эти организации начали расти по всей Германии как грибы. И беженцы сидят и радуются. Плюс есть помимо у них в штате там адвокаты, есть адвокатские конторы, которые тоже профессионально занимаются защитой прав беженцев и уже начали тоже подавать в суды и начали выигрывать. Поэтому затянуть депортационную процедуру вообще не представляется никакой сложности. И это все затягивается на года, на месяца. И даже невзирая на то, что есть люди, которых надо депортировать, да, которые представляют реальную опасность и угрозу для немецкого общества, для немецкого населения, потенциальную угрозу. И свои решения выносят немецкие суды решение о приостановлении, значит, депортационной процедуры, и они аргументируют, да, в большинстве случаев, потому что беженцы происходят из неблагополучных стран, где нарушаются права человека, там где есть преследование и так далее, вы сами прекрасно понимаете. И на этом основании, значит, немецкие суды выносят решение приостановить депортацию, ссылаясь на то, что существует риск там пыток, преследований, смертной казни или бесчеловечного обращения, если человека вернуть на родину. Второе. Отказы страны принимать своих граждан. Многие страны происхождения также отказываются принимать обратно своих граждан. Или как бы не отказываются явно, но затягивают специально процесс с выдачей необходимых документов. А соответственно, если нет документов, соответственно, не могут человека депортировать. Нежелание стран происхождения принимать беженцев обратно по-прежнему остается серьезным препятствием для репатриации, пояснила представитель Министерства по делам беженцев и интеграции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Понятно, да? И такие случаи тоже есть. Подает Германия списки, списки эти принимаются, и все, и никакого ответа. Следующее. Отсутствие документов у беженцев. Это еще одна проблема, еще одна причина. Это невыясненная национальность и невыясненное
гражданство, то есть какому государству, из какого государства приехал беженец, куда его надо вообще депортировать. Потому что они зачастую приезжают без документов или реально без документов, да, или документы специально прячут, потому что все прекрасно знают, уже мир настолько цифровизовался, что уже есть свои адвокаты, есть знакомые, они созвонились, адвокат посоветовал, слушай, ты там едь, документы спрячешь и так далее. Поэтому полиция и проводит обыски в общежитиях, где они проживают, в хаймах, и с целью там найти паспорта, то есть найти документы, которые удостоверяют личность. Были такие истории очень часто, да, там некоторое время назад, когда граждане, там, например, Армении или граждане Азербайджана, Таджикистана приезжали в Германию и выдавали себя за сирийских беженцев, то есть тоже не было документов никаких. Значит, немцы тогда не могли еще их различить, да, скажем так, и они говорили, я там такой-то, я сирийский беженец, документов нет, сгорели и так далее. И его принимали как сирийского беженца, и до сих пор такие проживают, и его личность не установлена, да, например. Или приезжали какую-то, там, рассказывали историю, то есть немецкие власти не могут установить его гражданство и личность. То есть они записывают по той информации, которую он устно им сообщил. Вот и все. Потому что нету ни одного подтверждающего его личность документа. Вот с этой целью и в законе указано, что немецкая полиция, немецкие миграционные власти имеют полное право проводить обыски вот в этих общежитиях, где проживают эти просители убежища. И власти, соответственно, могут депортировать только тех, чье гражданство установлено. Значит, по статистическим данным, в 2023 году в Германии проживает в общей сложности примерно 124 500 человек без гражданства какой-либо страны. Это по состоянию на конец февраля 2023 года. Из них примерно 29 500 человек признаны лицами без гражданства и примерно 95 тысяч человек имеют невыясненную национальность. Из всех лиц без гражданства 37% составляют несовершеннолетние. По меньшей мере 8300 родились в Германии. 60% людей с невыясненным гражданством проживают в Германии уже более 5 лет. То есть, соответственно, этих людей нельзя депортировать. И это число таких лиц в Германии с каждым годом растет. И вот в это число тоже относятся те, кто совершает на территории Германии преступления. Понятно, что там если вообще очень жестко, но даже вот я тоже недавно снимал видео, где там преступник совершил преступление, отсидел в тюрьме 5 лет. И потом, когда его надо было депортировать, он сам себя как бы взял в заложники, взял нож, да, там, не хочу возвращаться, и его, получается, суд депортацию отложил. Хотя он реально был осужден в Германии за участие в международной террористической организации и в немецкой тюрьме отсидел 5 лет. Его немецкий суд запретил депортировать на родину. Потому что там ему угрожала опасность, там не было справедливого рассмотрения суда для него и так далее. Если страна происхождения не может быть определена или отказывается выдавать по запросу Германии документы, соответственно, этих людей некуда возвращать. И вот как раз таки по вот этим причинам далеко не всех преступников удается депортировать на родину. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.